Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Leslie Games. Сегодня у нас на обзоре, да-да, прям танчик, я правильно сказать, наверное, акционный танк из новогодних коробок 2 года назад, по-моему, выпал Шкода Т-56. Чешский, тяжелый, прем-танк 8-го левела. И сегодня мы его будем рассматривать с точки зрения фармы серебра, насколько он хорош или плох. И прежде чем мы продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео, подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем. И начнем мы, конечно же, обзор этой машины. Чем же он так хорош для фармы серебра? С бронирования Шкода Т-56. Погнали. Итак, коллижн модель нашей Шкоды Т-56. Ну и давайте начнем с корпуса. НЛД. Ай-яй-яй-яй-яй, мало. 175. Даже если рамбануть от переда, 190. У нас практически все танки, за исключением каких-нибудь там ИСов 5-х, 6-х, за исключением Крайслера, сюда будут пробивать очень в легкую. Под таким углом так даже и они будут пробивать. ВЛД 179 внизу, вверху 192. Ай-яй-яй-яй-яй. Корпус действительно, вот у Шкоды Т-56 очень мягенький. В этом плане, конечно, нужно аккуратно. Нас даже ВЛД большинство одноклассников будут пробивать. И обычными, и голдовыми снарядами. Теперь, что касаемо башни. Давайте начнем с маски. 266... 480 ближе к стволу 266, вверху 580, 278, 500. Ну, в целом маска крепкая, она крепкая даже против восьмерок, да и девяток, да и десяток большинства. Понятно, что голдой можно выцеливать, но можно вот целить сюда, попадете сюда, тут 482, уже даже на десятки не пробьете голдой. Под маской орудия 199 у нас есть противокумулятивные экраны на башне. И у нас вот щеки башни, да, 270, 299. Здесь уже за 300 отлично. Аналогично здесь. Кстати, здесь щель между экраном и маской в 220. Ну, хочу сказать, в принципе, тоже нужно выцеливать уязвимые места. Верхняя планка 52 по правилу 3 калибров, только от 156 мм можно ее пробить. Система пишет рикошет. Ну и вот люк 173, 177. И он достаточно, кстати, большой. И это одно, ну, что касаемо башни, одно из самых уязвимых зон Шкоды. Борт у нас в верхней части такой гнутый, закаточный, прямой. Давайте глядеть. Брони 70, в приведенке на гнутом уже 90. Ага. Как он танкует от борта, смотрим. Конечно же, хорошо. Главное не перекручивать, но вот есть места, так вот я поймал точку, было, да, нет. Главное не перекручивать все равно. Но танкует он нормально. Рикошет, 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 не пробитие. Так что борт норм. Еще раз, неплохая башня, за исключением люка и вот таких вот приколов всяких, да. Так, с броней разобрались, давайте глядеть, что у нас за пушечка. А вот пушечка здесь, это есть самое интересное в этом танке, что касаемо, опять же, фарма. Но есть нюанс, какой сейчас обсудим. Альфа у нас сочная в 460, барабан на 2 снаряда с КД между выстрелами в 3,5 секунды. Заряжается на стоке барабан 25 секунд. Вот, а точность, ну, нормальная для тяжелого танка 0,42, а вот время сведения такое немножко некомфортное, все-таки 3 секунды. Вот, хотя соответствует времени перезарядку между выстрелами. И вот, если мы рассматриваем этот танк с точки зрения фарма, голда здесь такая слабая, назовем ее так, все равно. А вот ББшка, да, на которой будем есть, ну, основной тип снаряда, 208 бронепробития, и это очень мало. Здесь было бы хотя бы 220, что-то такое, было бы приятнее. Но 208. И это зачастую очень часто мешает танку делать хорошие результаты по настрелу. Хотя тачка вообще имба. Очень комфортный барабан, достаточно быстро заряжается. У вас 2 снаряда всегда в барабане на 900 альфы. И это нюанс этой машины в целом.
Касаемо полевой модернизации. Во втором блоке вездеходную ходовую, в четвертом блоке притирку шестерней наведение, поскольку мы помним, что здесь сведение не самое комфортное. Вот. И электропривод перископа я еще поставил себе, увеличил обзор. Хотя, может быть, как для тяжелого танка, здесь даже будет лучше звукоизоляция. Но я себе все-таки поставил обзор. Вот. Вторым слотом берем мобильность. Зачем мобильность берем? А потому что будем использовать, ну вот у меня стоит, правда, здесь система повышенной мобильности, а не турбонагнетатель. Но если у вас вот этого нету, да, поставите турбонагнетатель во второй слот. Ставим закалку, обязательно, все-таки тяжелый танк, и ставим вентиль. Вот. Многие еще на нем играют со стабом. Вот можете стаб вместо мобильности поставить, да. По снарядам у нас что основное, что голда, это бронебойные, и это очень круто, учитывая нормализацию данного типа снаряда. Летит что тот снаряд 1020 метров в секунду, здесь все very best. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель, 4 члена экипажа. Перки наблюдаете перед собой в табличке. Теперь по плюсу-минусу машины. Что касаемо огневой мощи, мы еще с вами не затронули тот факт, что у нас есть все-таки минимально комфортные УВН. Минус 8. У нас достаточно быстрые снаряды. У нас хорошие снаряды, бронебойные. Да, это здорово. УВН есть. Альфа при барабане есть. Ну, блин, все тут круто. По живучести для 8-го левела тяжелого танка 1700, это чуть-чуть выше среднего параметра по одноклассникам 8-го левела. По мобильности на турбине у нас 40 вперед, 18 назад. Ну, не на турбине, а вот на этой системе повышенной мобильности. Вот, удельная мощность почти 15 лошадей на тонну. Нормальная, вменяемая у него подвижность. По обзору при такой сборке у нас 419 метров. Это, опять же, чуть-чуть выше, чем у одноклассников. Да, но, опять же, это в счет того, что у меня полевая модернизация на обзор прокачана. Итак, учитывая наш комфортный барабан в сочетании с бронебойными снарядами, реально на этой машине можно делать очень неплохие результаты. И по фарму серебра, на мой взгляд, Шкода Т-56 подходит как нельзя наилучшим образом. Отправляемся в бой, смотрим, на что этот танк способен. Так, господа, обзор боем у нас Шкода Т-56. Чешский тяжелый прем-танк 8-го левела. Да. Та самая знаменитая Шкода. Проверяем ее на фарм. На фарм без голды. Будем играть только на основном типе снаряда. В сетап попали против девяток. Крепкие девятки-то какие. 2.5.7 читерская. 45.02Б фаза. Сейчас повоюем. Сейчас мы повоюем. Куда-то он поехал. Вот играет люди. Попал, попал. Ладно, не пробил, а мог. О, к нам едут. Нет, не едут, пока там тусит. Ну, пусть тусит. Нет, все-таки едут.
Все, Фазуля доигралась. Ведь какой же гандон, а? Че это было такое? Я, честно говоря, даже не понял. Ладно, с тобой сейчас разберемся. Ах ты. Укусил. Слушайте, ну 3К уже настреляли. Я думаю, сейчас мы их доковыряем тут потихоньку. Пока заряжаться будет. Все, а этот наигрался. Хватит ему уже. Надо помочь нашим. Ну, 4К дали. Аккуратненько надо теперь засейвиться, зарядиться. Тут еще арта у них живая. Там вообще что-то происходит, какая-то вакханалия. Хотя там наши держат. Я думаю, удержат. Так, ИПшек нет, а еще Бурасик может выехать. Он что, думал меня убить, что ли? Да, от Бурасика засейвились вовремя. Так, ну почти 5К насрали. Это хорошо. О, к нам едет. Охереть. О, дает. Сейчас будет вылетать, наверное. Нет? Нет. Надо попробовать еще тычку дать, и можно в ангар, по сути. Да, разобрались мы и с этим негодяем. А где у них еще елка? Не, ну, ребята, я уже на тоненького играю. Сводимся. Все. Нормально. Пятак дали. На обычных ББшках пятак дали. Без голды. Сейчас поглядим, что нам начислят. Ну, я думаю, 250 должны начислить. Все-таки, блин, ну Шкода Т-56 это имбалансная машина, я считаю. Ну, здорово, что она у меня есть в ангаре. Здорово, что она у вас, у многих есть наверняка в ангаре. Для фарма идеальная тачка. Пятак. Вот мастера, кстати, дали. Да. Мастера нам начислили. Пятак дать на танке тяжелом.
8-го левела, играя против девяток, ну, это же не только от меня зависит, но и многое, конечно же, зависит от машины. И эта машина может, благодаря комфортному барабану. Единственное, повторюсь еще раз, что немного расстраивает, когда ты фармишь на Шкоде Т-56. Это очень, по сравнению с одноклассниками, маленькое, скромное бронепробитие у основной ББХи, не голдовой. Итак, кстати, вот, смотрите, сушку у нас тоже хорошо настрелял так-то. Вот. Итого, господа, играя без голды, начислено 240, почти 4000, 217 чистыми забой. Вот такой вот фарм. Сыграли десяток таких боев, а у вас на счету 2 миллиона серебра будет. Ребята, у кого есть в ангаре, кто за новогодние коробочки приобретал такую тачку, пишите, фармите, не фармите на Шкоде Т-56. Получается, как вам вообще в целом этот танк? Вот, как по мне, один из самых лучших для фарма. Ну реально. Вот. Конечно же, прожимайте лукасы. Подписывайтесь на канал. Ну, я говорю, до скорых встреч в новых обзорах. Пока-пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.